Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор, в который невозможно не влюбиться. За счет убавлений, которые формируют вот эти шестиугольники, создается своего рода 3D-эффект, который очень интересно играет в пряже, в изделии. И смотря под каким углом смотреть на него, вы видите то ажурный просто рисунок, то объемные вот такие шестиугольники. В исполнении сам узор очень простой, подходит для него практически любая пряжа, как однотонная, так и секционного крашения. Такой легкий меланж, градиенты очень интересно смотрятся с таким узором. По толщине пряжа также может быть любая, от средней до тоненькой ниточки. И чем вот более блестящая такая будет нить, к примеру, если это будет шелк или какой-то легкий люрекс, то объем вот этот будет, рельефность будет еще больше явно выражена. В матовой пряже, вот как у меня, объем выражен не очень сильно, более как смотрится ажурный рисуночек. Также в более светлых оттенках еще будет подчеркнут тоже очень хорошо объем этого узора. Спицы я рекомендую брать для вязания этого узора или те, которые рекомендует производитель, или немножечко меньше. На мой взгляд, в рыхлом виде рисунок ложится не настолько эффектно, скажем так. Его можно вязать как снизу вверх, так и от горловины. Он выглядит очень-очень похож. Тем более при вязании вот эти дырочки можно смещать вверх-вниз, как вам нравится. Мне понравился больше вот такой вариант, я увидела, поэтому вязала в таком варианте, который и покажу вам в данном видео. Изнаночная сторона вот выглядит вот таким образом. Дырочки очень такие лаконичные получаются. Естественно, изделие будет просвечиваться, как и любой ажур, но здесь лаконично и сдержанно все это получается. Итак, раппорт этого узора составляет 8 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Как видите, достаточно высокий узор. Для вязания образца вместе с вами я набрала 20 петель, так как буду провязывать 2 раппорта этого узора, чтобы был виден вот полностью вот этот шестиугольник в моем образце. У меня здесь 16 петель, это 2 раппорта. Так как идут накиды в самом начале ряда при поворотном вязании, то я прибавила по одной лицевой с каждой стороны и по одной кромочной. При вязании по кругу вы можете пользоваться этой же схемой, только четные ряды провязываете лицевыми, а не изнаночными петлями. И вот эти прибавления, которые я делала, 4 петли, вам не нужны будут. Итак, первый ряд. Кромочная, 1 лицевая и начинаю вязать раппорт узора. Накид, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь я меняю расположение петель, чтобы они не получались у меня скрещенными. Далее идет двойной накид.
2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила провязывать 2 раппорта этого узора. Для поворотного вязания ряд я заканчиваю одной лицевой петлей и кромочной. Четные ряды все вяжутся изнаночными петлями. Но здесь присутствует двойной накид, и я один раз покажу четный ряд второй, чтобы показать, как это выполняется. Далее все четные ряды будут вязаться по тому же принципу, и я буду это делать поза кадром. Итак, второй ряд. Кромочная, изнаночная. Накид, который в начале ряда, это вот тот двойной накид. Просто при поворотном вязании в начале и конце ряда идет один накид, а не двойной. Я его провязываю обычной изнаночной петлей. При круговом вязании все накиды у вас будут двойные, как по схеме. Далее я провязываю изнаночными петлями до двойного накида. Вот у меня двойной накид. Первую петельку, первый накид я провязываю лицевой скрещенной. Вот таким образом. А вторую просто изнаночной. Далее вяжу изнаночные петли до конца ряда. И заканчиваю ряд одним накидом. Вот он у меня провязан в первом ряду. Его провязываю просто изнаночной. И кромочная. Я делаю изнаночную скрещенную, обычную кромочную. Третий ряд. Кромочная. Одна лицевая, это которую я добавляла. Накид в начале ряда он один. Одна лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид. Это я закончила раппорт узора, но посерединке я провязываю двойной накид. Вот, 2 накида. Вот изнаночная петля, которая сформировалась, когда мы провязывали двойной накид по изнаночной стороне лицевой скрещенной. Эту петельку я провязываю также лицевой петлей. Далее идут 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Вот таким образом. 1 лицевая. Дальше вы вяжете двойной накид. У меня это конец ряда, поэтому я провязываю только один. Также лицевую провязываю в конце ряда и кромочную петлю. Лицевую я здесь добавляю, чтобы не был накид прямо около кромочной. Пятый ряд. Кромочная, лицевая. В начале ряда 1 накид. Далее идет 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые. Вы вяжете двойной ряд, в конце ряда
провязывается один накид. Лицевая и кромочная. 7 ряд. Кромочная, лицевая, накид, 2 лицевые и меняем вот этот угол мы делаем. Вот шел скос шестиугольника, далее идет прямая сторона, поэтому здесь мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые петли, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые. И ряд заканчивается одним накидом и кромочная петля. 9 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Далее вы вяжете двойной накид. Я же заканчиваю ряд, поэтому у меня 1 накид, 1 лицевая и кромочная. 11 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 1 накид. В начале ряда он 1 у нас. Далее 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли. Далее вяжете, повторяете раппорт узора, и у вас идет двойной накид. Ряд же заканчивается одним накидом и лицевой. И кромочная петля. 13 ряд. Узор идет в шахматном порядке, поэтому в 13 ряду мы будем закрывать вот эту часть шестиугольника и начинать новый. То есть раппорт узора смещается, рисунок смещается на пол раппорта. Итак, 13 ряд. Кромочная. 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Это я провязала раппорт узора. Заканчиваю его 1 лицевой и кромочной петлей. 15 ряд. Кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот таким образом. На протяжении всего вязания следите, когда провязываете 2 вместе с наклоном влево или вправо, чтобы петли не получались у вас скрещенными, потому что при разном способе вязания
они у всех по-разному лежат на спицах. Далее идет у нас 1 лицевая, двойной накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, двойной накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Это я закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю ряд 1 лицевой и кромочной петлей. 17 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой и кромочной петлей. 19 ряд. Кромочная, 1 лицевая. И здесь мы меняем угол шестиугольника, то есть мы провязываем 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые петли, 2 вместе с наклоном вправо. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила второй раппорт узора. Ряд буду заканчивать 1 лицевой и кромочной. 21 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это закончила раппорт узора, ряд же заканчиваю 1 лицевой и кромочной петлей. 23 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, двойной накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ряд заканчиваю 1 лицевой и кромочной петлей. Вот мы провязали данный рисунок. Что у нас получилось? Далее вяжется 24 изнаночный ряд, и рисунок повторяется с 1 по 24 ряд. Надеюсь, вам узор понравился. Вы обязательно что-то свяжете таким рисунком. Поэтому желаю всем легких петелек и красивых изделий. До встречи на канале!